А вы не забывайте подписаться на канал, поставить этому видео лайк, также подписаться на Telegram, Instagram по возможности. Ну, и следите, что будет дальше. Ну что, я уже дома. Могу сказать, что как стригут турки мне определенно нравится. В принципе, очень даже неплохо, и сервис у них достаточно хороший. Поэтому могу рекомендовать. Даже в той же Черногории, честно говоря, местные, подстригают так себе. Был у двоих мастеров. В итоге там работал один турок. Решил стричься у него. Уже можно сказать, 2 раза у него стригся. Мне, в принципе, все устраивает. Все понравилось. Хотел еще поделиться с вами одним моментом. В Турции проблемы с интернетом. Хотя, конечно же, тут зависит, какой тарифный план вы выберете. Но то, что здесь, на этой квартире, какой интернет, это просто жесть. Смотрите, на загрузку 1,7 мегабита. Это ж вообще ужас какой-то. Я загружаю сейчас ролик на YouTube. Самый первый ролик, который у меня будет на канале, это про Черногорию, парк Жупа. И вы видите, просто 0% уже минут 10, наверное. Это уже второй раз, когда я пытаюсь его загрузить. Первый раз пытался вчера его загрузить, и буквально за, часов 10-12 загрузилось 80% ролика. Просто, как так можно? И ролик сам весит, около 16 гигов, то есть относительно не так много. В общем, такой интернет в Турции, к сожалению. Тем временем я снова затарился в магазине. Как вы поняли, это BIM. Почему я в него хожу? Да все просто, потому что он рядом с моим домом, где я живу. Лень тащиться в Мигрос, который находится не пойми где. А 101 не так тоже близко находится от меня. И такой небольшой обзор покупочек. Надеюсь, вам будет это интересно. Закупился я на 371 лиру. Кому интересно, можете остановить, посмотреть по ценам. Вот. Это, если что, не мое. Водичка. Яйца 15 штук. Сырочек. В принципе, мне очень нравится. Заходит. 2 десертика. Вполне, в принципе, хороший. Можно с чайком, либо так просто навернуть за милую душу. Помидорчики. К сожалению, пока нет времени ходить по рынку, хотя я там был. Можете, кстати, в прошлом ролике посмотреть, как он выглядит, рынок. Но я тогда решил ничего не брать, потому что ехал не домой. Далее у нас 2 перчика, огурец. По классике я купил мясо курицы. Вот так оно выглядит. Конечно, в упаковке не очень аппетитно, но оно очень вкусное и, в принципе, уже готовое, можно уже его употреблять. Соответственно, виноградик. Давно его не ел. Стоит около 25 лир за килограмм, поэтому решил взять. Еще чаечек. Он в холодильнике сейчас находится. Липтон, самый обычный чай. И еще, кстати, я забыл вам про гвоздь программы сказать. Это салатик. Это обычный, оливье. Меня заинтересовал он, конечно, и надо будет его попробовать. И, кстати, как вы знаете, в разных Мигросах, Бимах продают иногда русские продукты, например, какие-нибудь пельмени, вареники, бывают даже творог продают, сметану. А в этом Биме, что самое удивительное, это магазин, который находится, можно сказать, в центре, не совсем в центре, но живут здесь в основном местные, то есть здесь особо нет таких туристов. Но я увидел такой салатик, в принципе, я их и давно уже видел, но решил попробовать. Конечно, выглядит он немножко так, не знаю, что это, майонез, не майонез. В общем, буду пробовать и чуть позже расскажу вам, как он на вкус. Сейчас испробуем. Надеюсь, у меня с пищеварением потом будет все хорошо.
Вкус, конечно, интересный. Могу сказать, что это не традиционный майонез, который мы привыкли видеть. То есть это не какой-нибудь там Махеев, Ряба или Слобода. Это какой-то пересоленый, не знаю что, айран какой-то со сметаной. Такое ощущение. Ну, есть такие нотки схожести, на самом деле. В принципе, съедобно, но его очень много, этого майонеза. Поэтому не знаю, как это есть, честно говоря. И пересоленый, к сожалению. Пересолили. Надо было меньше соли добавлять, потому что здесь есть еще малосольные такие огурчики. Вот. Ну, конечно, в России этот салат намного вкуснее и интересней. Как по мне, по крайней мере. Вы тоже можете попробовать и потом, не знаю, написать в комментариях, понравилось вам или нет. Ну, из 10 я бы поставил, наверное, 6. Да. Ну, я приступлю к остальному блюду. И скоро с вами поедем в парк СРСУ. Не переключайтесь. Ну что, вот он, парк СРСУ. Мы уже на месте, на остановке. Сюда можно добраться на 3 маршрутах. Здесь конечная этих маршрутов. И как раз можно на них добраться благополучно в центр. Ну и также из центра сюда доехать без проблем. Далее мы видим дорогу, где можно на прокатном или вашем авто доехать до парковки. Так, медленно, наверное, движемся в сторону парка, в сторону берега. Что мне заметилось, это ресторанчик Мимино, причем написано на русском. Здесь небольшой какой-то канал, очень такой грязноватый. Плавает мусор, все какое-то мутное. Все заросшее. И вдалеке ловят рыбаки рыбу. Так все это выглядит. Не очень презентабельно. Но мы идем дальше и движемся к канатной дороге. Хочу вам показать, сколько будет стоить туда подняться. Так, подходим к канатной дороге уже. Здесь какое-то военное учреждение, база, может, какая-то, или может быть порт. Здесь подъем к кассе, небольшая кафешечка такая, где вы можете купить мороженое и всякие фрукты, как мы видим. Так, 401 лира или 15 долларов. Конечно, не дешево, честно говоря. В прошлом году одна поездка туда-обратно стоила 180 лир. В принципе, я уже ездил, так что, к сожалению, не покажу вам виды оттуда. На самом деле там очень красиво и видно всю Анталию. Вон с той горы. Кабинки едут вверх. Единственное, мне не понравилось то, что вот эти кабинки очень трясутся. Что-то там может быть не в порядке с тросами. Но ощущение так себе, честно говоря. На самом деле сегодня выходные. И, как мы знаем, турки выделяют время для своей семьи. Как раз проводят в таких вот
парках. Все вместе. Очень много всяких скамеечек, столов. Очень много мест для отдыха, где можно, самое главное, бесплатно расположиться, пожарить мясо. Обустроены специальные места для мытья рук, фруктов и всего прочего. Ну, еще самое главное, что здесь есть бесплатные туалеты на каждом углу. Парк очень такой достаточно большой. Вот, и все здесь, в принципе, на своих местах есть. То есть не надо куда-то бежать. Очень все продумано и обустроено. На самом деле парк Сырысу одно из моих любимых мест в Анталии. И если вы здесь никогда не были, советую побывать. Хотя бы разочек стоит посетить этот парк. Возможно, выбраться с родными, друзьями. Купить какого-нибудь мяса, овощей, лаваша и посидеть, отдохнуть. Очень классное место, рекомендую. Ну а если вы ничего не взяли, здесь есть кафешки, в которых вы можете купить что-нибудь поесть и купаться не на голодный желудок. Вот так вот выглядит пляж. Видно, там какие-то лайнеры стоят, пароходы разные, вокруг баржи. Здесь место с душем, где можно сполоснуться от морской воды, в раздевалке. Очень красивые горы. Очень нравится здесь это место, потому что оно находится, можно сказать, на окраине Анталии. Дальше, вот если посмотреть, там идет дорога, машины ездят, и эта дорога уходит в сторону Кемера. И вдалеке можете увидеть такую небольшую платформу. Это, если я не ошибаюсь, остров Черепах. Люди уже потихонечку собираются домой, потому что, как вы знаете, в Анталии солнце заходит не в море, а за гору. Как раз вот за этой горой находится солнце, и оно туда уходит. Вот можно по солнечным лучам понять, что оно уже за горами. Вот такое классное местечко. Мне очень нравится. Прям можно отдохнуть и физически, и душой, как говорится. Представляете, я уже неделю как в Анталии и еще ни разу не был на море. Конечно же, это надо исправлять. Здесь море очень красивое. Не хуже, чем Адриатическое. Они по-своему хороши. Но в Сырысу мне очень нравится здесь море. И, кстати, в прошлом году здесь все было в камнях, в мелкой гальке. Сейчас ее немножко подвымыло, и образовалась такая небольшая пляж, не знаю, как назвать, участок, где выступил песок. А дальше продолжается все равно каменистое дно и каменистый берег. В общем, вот такая красота. Очень нравится цвет. И дальше сразу идет в глубину. Море очень теплое. Очень приятно по нему ходить. Такой кайф. Ну что, я еще все топаю. Так еще не искупался до сих пор. Уже солнце практически село. Но
решил дойти до конца пляжа, осталось совсем немного. И здесь горы намного стали виднее. Вот эта вот гора, где поднимается канатная дорога вверх. Ну и также очертания гор стало более четким и стало лучше видно его. Очень жаль, что здесь не садится солнце. Мне кажется, если бы еще бы здесь закат было бы вообще просто бесподобно. Фу, вода, конечно, мое почтение. Просто парное молоко. Заходишь и вообще не холодно, ни капли. Здесь на самом деле купаться можно и вплоть, наверное, до ноября. Погода очень приятная, все-таки бархатный сезон. Поэтому можно смело приезжать, купаться, кайфовать. Всем советую. Собаки отдыхают. Видели когда-нибудь такое? В общем, достаточно интересное место. Уже вечереет, солнце уже практически зашло. Очень красивый горизонт, как раз солнце из-за гор подсвечивает облака. Хотел вам немного показать, как то что устроено. Столики самые обычные, в принципе, достаточно на отдаленном расстоянии друг от друга, то есть можно спокойно никому не мешать. Мусорка, умывальнички. В общем, все для людей, хотя тут засоры какие-то. Но обычно все работает, проблем с этим нет. Люди уже немножко расходятся. Парк пустеет. Кстати, помимо собак, здесь еще очень много кошек. Как все знают, что в целом в Турции очень много живности. Все их очень любят, прикармливают. Даже кто-то спит. В общем, идиллия.